Всем доброе утро. Peugeot 5008 с двигателем 1.5 дизель. Пробег 58 тысяч. Год выпуска конец 18-го, начало 19-го. Холодный запуск двигателя 1.5 HDI. Сейчас перемещусь ближе к моторному отсеку, чтобы было слышно аудио хорошо. А попросим помощника запустить двигатель. Холодный запуск был разный. На этом двигателе менялась цепь, натяжитель, распредвалы, цепь модернизированная, которая потолще, распредвалы, ну, соответственно, постель распредвалов и ремень ГРМ. Ролики не менялись, ГРМ, навесные ролики, ничего не менялось. Еще раз, пробег 58 тысяч с небольшим. Раньше при холодном запуске с непонятной периодичностью были шумы вот из этой области. Поэтому, причем периодичность была непонятная, еще раз подчеркиваю, она была, может затарахтеть, ну, издавать шум, не тарахтеть, прямо издавать шумы при запуске в плюс 15. Может долгий, причем может издавать шум при запуске в 0 градусов. Причем этот звук был разной по продолжительности, то есть он мог там минуту быть, 2, мог быть там меньше минуты, мог вообще не появиться, но возникал он. Вот. И потом его начали уже прослушиваться кратковременный этот звук, но это прям, если слишком прислушиваться, прям обращать на него внимание, он начал появляться практически при каждом запуске, но кратковременный. Причем проблема решалась вторичным запуском. Завели, он тарахтит. Заглушили двигатель, сделали повторный запуск, все, он не тарахтит. Поэтому было принято решение лезть к цепи ГРМ и смотреть, что там да как. Так, ну давайте еще раз. Вот эталонный запуск этого двигателя. Ванек, давай. Двигатель абсолютно холодный. Абсолютно. +1 на улице. И после замены цепи, распредвалов и постели, то есть вот этого комплекта всего, он стал запускаться, он и раньше запускался, как говорится, с полпинка, а сейчас как будто, не знаю, как это выразить словами, может это, конечно, эффект плацебо, но я, например, слышу, что он прям запускается, как будто он ждал, пока кнопку нажмут, он аж выхватывает запуск. Вот как-то так бы я выразился словами. Так что у всех, у кого есть какие-то посторонние шумы при холодном запуске, не стоит их игнорировать. Обратитесь в мастерскую, в автосервис или к частным лицам, кто занимается непосредственно ремонтом и обслуживанием этих автомобилей. Потому что лучше искоренять проблему на стадии ее возникновения. В данном случае, после замены цепи, вот пытаемся осмысливать происходящее и пришли к выводу, что цепь растянута не была по сравнению с новой цепью. Подклинивал натяжитель немножко, подзакусывал. Поэтому он подзакусывал, цепь не давала натяжку, не давал натяжку цепи необходимую, и прослушивались шумы. Ну, постараюсь найти, где-то на форуме была запись, я ее постараюсь прикрепить сюда, чтобы вы примерно ориентировались, как это может быть. Но могут быть и другие шумы. Вот. И вторичным запуском натяжитель просто накачивал еще раз маслом, и он расклинивался.
То есть мы давление, глушили мотор, давление убиралось в системе масла, натяжитель отпускало, а потом при вторичном запуске он раздвигался. Вот пришли к такому выводу. Это раз. И второе, цепь изначально с завода была немножко спроектирована неправильно. Но это опять же мое сугубо личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции. Но об этом, наверное, дойдет ход. Мы еще снимем две цепи, как они одеты на звезды распредвалов, которая 7-миллиметровая, так называемая, и цепь, которая 8-миллиметровая. Как они совпадают, шаг цепи совпадает с шагом звездочки. Но это кому будет интересно. А пока для обычного водителя, для простого владельца этого автомобиля с этим мотором, просто вот так должно все заводиться. Еще раз, если есть что-то, шумы, то нельзя не обращать на них внимания. Так что всем удачи на дорогах, берегите себя и своих близких, ну и относитесь по-доброму к другим участникам движения. До новых встреч!